Сейчас мы проехали на автобусе от полуострова Коулун до острова Гонконг. Стоимость поездки 10,90 гонконгских долларов. Сейчас по нынешнему курсу, чтобы перевести в российские рубли, нужно умножать на 11. Как вы видели, автобусы современные, двухэтажные, комфортные. Можно оплачивать как наличкой, так по карте. И также заранее можно приобретать билеты. Сейчас мы направляемся в кафешку, немножко позавтракаем. А уже после чего отправимся на самую высокую точку острова Гонконг. Мы пришли в очень популярное место для завтраков, которое называется Brunch Club. Заказали себе уже напиточки, нам их принесли. У меня вкуснейший карамельный латте, у Кирилла, я не помню, как называется, это как микс, да, вот этот? Да, это сок из имбиря, морковки и яблока. Дай попробую. Не буду много пить у тебя. Также заказали еще основные блюда. Заказали яйца Бенедикт, заказали шакшуку. Ждем, чтобы у нас сил было сегодня на весь день. Впереди нас ждет большая интересная прогулка. Шакшука выглядит необычно. В нее добавлено еще авокадо, сыр моцарелла, местные специи. Местный гонконгский вариант шакшуки. Также, конечно, много томатов. Ну и, насколько я понимаю, томатная паста, да? Либо это томаты выжатые. Ой, какая вкуснятина. Идеально приготовленные яйца пашот. Хрустящая булочка, подается с авокадо, с лососем. Там много вариантов, которые вы можете выбрать, не только с лососем, но еще и с ветчиной парма. Мое любимое сочетание ингредиентов: лосось, авокадо, хрустящий хлебушка. Очень вкусно. Сейчас мы пробуем еще одно блюдо. Запеченный под сыром ветчина с томатами. Подается на сковородочке. А внизу еще что-то интересное. Там как хрустящий картофель получается. Выглядит вот так. Похоже на как будто карамелизированный лучок, но на самом деле это картофель. Очень-очень сильно зажаренный, получается он очень хрустящий. Мы вышли из кафе и совсем забыли упомянуть вам о стоимости нашего завтрака. После Филиппин мы, конечно, только привыкаем к подобным ценам. К примеру, яйца Бенедикт или шакшука. Основные блюда стоили по 118 гонконгских долларов. Мы ехали в Гонконгский парк, но случайно оказались в другом месте, потому что мы еще не совсем умеем пользоваться автобусами.
Оказались в зоологическом, гонконгском и ботаническом саду, поэтому пришли сюда погулять, раз уж выдалась такая возможность. Кирилл стоит, получается, у вольера с лемурами, они там бегают вдалеке. Увидел лемуров? Да, вот такие вот они, как на картиночке. Можно подумать было бы, что сад совсем маленький, но нет, он большой. Как так у нас получилось, что мы чисто случайно оказались, и теперь будем здесь гулять. Получается, у нас здесь и птицы, видите, в разных есть локациях, и много растений, и лемуров, возможно, обезьян. Точно не знаем, потому что вообще не изучали это место. Также здесь есть несколько фонтанов, как мы видим, красивые ворота и черепахи.
Непредвиденная выдалась прогулка по ботаническому саду. Мы несказанно рады, что забрели в это местечко. Во-первых, вход бесплатный, а во-вторых, мы увидели так много животных, очень много птиц, какие-то выдры, а также были кенгуру, в том числе белые кенгуру. Также мы видели фламинго. И везде к вольеру можно подойти, поснимать, пофотографировать, куда-то зайти. То есть потрясающе все сделано. А чуть позже мы оказались в оранжерее. Увидели много красивых цветов, в том числе отдельный павильон для орхидей, в котором была приятная температура, прохладная. В общем, удивительное место, удивительный парк. Видно, что здесь и за животными ухаживают, за цветами ухаживают. В некоторых местах сидят работники, они пропускают вас, подсчитывают, что вот были посетители, но все абсолютно бесплатно. Мне нравится, что здесь очень чисто, приятный воздух, и это все еще в окружении таких больших зданий, поэтому не зря называют Гонконг джунглями, каменными джунглями. Мы в шоке, конечно, от того, что в Гонконге столько и парков, и музеев, и это бесплатно. То есть за что-то прям вот ты платишь очень много, очень дорого, да, как вот рестораны, кафе, отели здесь вообще безумно дорогие. Но при этом сервис всегда везде прямо на высоте. Будь то он платный, бесплатный, просто какой-то другой уровень жизни, другая вселенная. Посмотрите, какие здесь еще обзорные площадки есть в парке. Как раз таки открываются эти огромные высокие здания. Все это посреди зелени. Нашла еще целое пространство, где очень много и мартышек, и шимпанзе, и растений. О, это какой-то бесконечный парк. В парке есть туннель времени, где можно посмотреть старые фотографии Гонконга, начиная с 1865 года. Увидеть, как развивался. Так, идем дальше. Еще один огромный вольер, на этот раз с черепахами. Очень много видов, совершенно различные, от маленьких до огромных. Очень много еще вольеров с животными. Здесь и лемурчики. Там вдалеке бегают белые обезьяны, если их так по-простому называть. Смотрите, какой огромный орангутанг.
Вот можно посмотреть, как кормят здесь орангутанга. Ой, а там сверху, смотрите, такой дружелюбный, так улыбается. Ой, и тут, посмотрите, как вальяжно он пожевывает травку. Ой. Но самый впечатляющий орангутанг находится здесь. Посмотрите, как он здесь выседает и смотрит на всех сверху вниз. Привет! Привет! Вообще ему все равно. Также в этом парке можно побывать в доме сурикатов. Просто проходим сюда и на них любуемся. Правда, куда-то он полез не туда. Что там роет тебе? Вот, все, вот, привет. Приветики. Помимо ботанического сада и зоологического, здесь также красивый фонтан. Везде есть таблички, можно почитать и о растениях, и о животных, даже вот о фонтане, о том, что он был, его изначально построили в середине 19 века, но в новейшей истории он был реконструирован в 2010 году. Вечером имеет красивую подсветку. Сейчас мы уже выходим из парка и натолкнулись на главный вход с огромной красивой каменной аркой, на которой сверху написано, что в память о китайском народе и их союзниках, кто погиб во времена Первой и Второй мировых войн. Очень красивое место, красивый зоологический парк и ботанический. Сейчас мы подошли к еще одной достопримечательности Гонконга. Это место называется Tai Kwun, бывшее центральное отделение полиции, а ныне выставочный центр. Изначально здесь была построена центральная магистратура. Это обозначает, что здесь находились высшие судьи, высшие адвокаты, юристы и так далее. Но при всем при этом здесь также были еще и первые тюремные камеры в Гонконге. Сейчас мы их посмотрим. Ну, конечно же, никакой тюрьмы здесь давно нет. Место отреставрировано. Какие-то кафешки здесь мы видим. Еще что-то интересное. Ну, в общем, небольшой такой арт-объект из разных зданий. Культурно-выставочный комплекс. Работник этого центра принесла нам карту, чтобы мы лучше разобрались в этих зданиях. Сейчас пойдем и посмотрим, что еще интересного есть. Мы пришли в камеру, в которой можно посмотреть, что ели заключенные. Вот, например, обычный рис. Да, здесь написано рацион. Да. У заключенных, то есть половинка хлебушка, вода, что-то им еще давали, вот рис. В общем, рацион не богатый, но все же. Здесь представлено несколько камер.
Можно заходить в эти помещения. Мне кажется, если бы такая тюрьма была в России, то очень многие хотели бы в ней побывать, потому что посмотрите, какой рацион. Тут тебе и фрукты, и фасоль, и овощи, и рис, и рыбка жареная, и все это, посмотрите, на каком красивом подается подносе. Гуляли мы по зданию полицейского участка, по тюремным камерам и вышли на главную площадь. Здесь уже много ресторанов, много людей. Суть этого места то, что раньше здесь находился полицейский участок вместе с тюремными камерами. Теперь их перестроили, находятся различные там выставки, магазины, кафе, сувенирные тоже, какие-то чайные магазины. В общем, мы устали на самом деле гулять по ним. Поэтому теперь мы отдыхаем на таких вот сидушечках, гамаках. Прямо в самом центре площади. Sometimes we also do seafood like meat prawn. Как оказалось, в Гонконге очень много ресторанов с нашей кухни, поэтому мы решили полакомиться нашими любимыми тайскими блюдами. Зашли в одно из этих кафе, называется оно Тай Хай, очень простое название. Внутри красивый дизайн, цены средние по Гонконгу. Супчики там типа том-ям, том-ха стоят по 130-150, и в целом блюда все стоят по такой же цене. Наше первое блюдо называется пад капао, то есть это курочка в устричном соусе, подается с рисом, с яйцом. Давайте скорее пробовать. Нас спросили, спайси, не спайси, мы сказали, да, мы любим острое. В соусе также здесь присутствует, насколько я понимаю. Но здесь еще овощи, кукурузка, перчик. Ну, в общем, различные небольшие ингредиенты, но с рисом получается. Нам принесли зеленый карри, который мы заказали. Хочу его скорее попробовать, пока он горячий. Готовится он на кокосовом молоке с различными овощами, с тыквой, с брокколи, креветочками и подается с лепешкой. Бульончик очень нежный. Массовые шпажки, сате из свининки, подается вместе с соусом. Вкусный острый арахисовый соус. Мясо тоже приятно. Приятно, нежное мясо. Идет порция 3 шпажки.
Стоимость такого блюда 75 гонконгских долларов. Впервые пробуем такой суп. У него очень насыщенный мясной бульон, и состоит он из овоща, который называется bitter melon, что в переводе на русский язык горькая дыня. Фаршированный с свининой, с мясом. Получилось очень вкусно, необычно. Вообще нам нравится пробовать новые блюда, и этот ресторан нам позволил это сделать. Невозможно бывать в тайском ресторане и не заказать на десерт тайское блюдо, которое называется манго стики райс. Липкий рис и вкусная сочная манго. Ежедневно Гонконг нас удивляет своим колоритом, путешествиями, достопримечательностями и, конечно же, вкусной кухней. Если вам понравился наш выпуск, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, мы всегда на них отвечаем. И до новых встреч! Всем пока!